Всем привет! Сегодня у нас любименький ваш расклад, что он думает о тебе прямо сейчас. И прежде чем начать, приглашаю вас в проживание арканов. Там вы все проработаете и заходите в закрытые расклады, они более, как сказать, развернуты. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-нибудь вопрос не забыл или куда-то не туда не ушел в своих кряхтениях. Что у него в голове прямо сейчас? Ну, знаешь, по картам у него в голове сейчас не ты, нет. Ну, точнее, не совсем ты. Он думает сейчас о своей жизни, о том, куда, как говорится, ему дальше двигаться, кем он хочет быть, когда вырастет. Работу новую ищет. Он, знаешь, даже может свалить куда-то. Понимаешь? Глобально он думает. В общем, знаешь, ты в этих мыслях у него как база, как тыл надежный. Он не думает там, что нам вместе делать. Он думает, ну, она есть, никуда не денется, значит, могу спокойно своими делами заниматься. И ты для него это, знаешь, что-то само собой разумеющееся. Как будто вы очень давно вместе, и, возможно, ты даже на мужа смотришь. Ну, или на гражданского мужа. Ну, знаешь, ты для него стул, на котором он сидит. Удобно, надежно, но никто, как говорится, не восхищается же стулом каждый день, поэтому вот так вот. И он не сомневается в тебе, нет, он не переживает, он, знаешь, он просто принял факт твоего существования, да, и строит сейчас свои личные. То есть он, понимаешь, он полностью в себе. И он знает, что ты, как говорится, никуда не денешься, и это очень практично. Но для тебя, конечно, это обидно. Он про ваши отношения не думает. Он про свои амбиции думает. А ты для него вот просто удобная, неподвижная точка в пространстве, да, на его личной карте. Он не собирается вкладываться и что-то делать прямо сейчас. Нет, он, знаешь, он просто вот держит тебя в уме, как вот есть она. Она есть и хорошо. Тайные чувства, какие он прячет. Ну, знаешь, драма. Он, знаешь, он строит из себя для тебя правильного такого мужика. Ну, типа там, мы отличная пара, все у нас хорошо, смотрим в одном направлении и прочее вот это все. Но это все обман. Внутри у него пипец чего творится. Он даже ночами, наверное, спать не может. Его жрет чувство вины. Не страх, не сомнение, а вот именно, вот знаешь, грызущая такая вина. Он где-то крупно обосрался, извини меня за выражение. Он, знаешь, или наврал что-то важное, или подставил тебя как-то. И теперь вот, когда он думает про вас как нормальную пару, как о нормальной паре, его на части разрывает. Он понимает, что он не соответствует тому образу, который ты видишь. И он себя чувствует последним говнюком, извини меня, который сидит за одним столом с хорошими людьми, да, и боится, что все узнают, какой на самом деле он плохой. Чуть матом опять не сказал. Он, знаешь, он не боится будущего с тобой, нет. Он в шоке от того, что он уже натворил в прошлом. Или творит вот прямо сейчас. И вот это чувство, он, знаешь, он глубоко прячет. Как только может, там, заливая его вот этим вот покерфейсом, спокойствием внешним. А по ночам его кроет. Что он планирует в отношении тебя? Ну, знаешь,
Насчет планов забудь. Их нет. Ну, нет, я и вот хочу, чтобы у тебя был там принц, что он там завтра придет с цветами. Вот этой лапши я бы тебе хотел сказать, но нет. У него в жизни сейчас какая-то засада. Он прям чувствует себя полным неудачником. С деньгами попа, извини меня за выражение. На работе он, как говорится, вот как сказать-то то, что вот когда все против него. Ну вот не чмырят, а вот знаешь. Ну то есть на работе он не очень авторитетом пользуется. И он ощущает себя выкинутым на обочину котенком. И единственный его план на ближайшее время — и это перестать так себя чувствовать. Как? Очень просто с друзьями забухать. Или в одиночку забухать. Хочет себя людьми окружить, там вот этим шумом, весельем, чтобы, как говорится, не дай бог, не остаться одному один на один со своими мыслями. Ему нужно самоутвердиться. То есть, знаешь, вот почувствовать себя снова частью жизни. Ну, а ты в этот план не входишь. Не потому, что ты плохая, нет. Потому что ты — это серьезно. Ты — это вот то, что ему напоминает о проблемах. Поэтому у него план максимально от тебя, как говорится, дистанцироваться. И хочет окунуться вот в это поверхностное веселье, да, там шашлыки, бухалька, бухачка, не знаю, как это называется правильно, да, бухать, в общем. В общем, вот в такое поверхностное веселье. Он не планирует тебя бросать. Нет, он, знаешь, он просто планирует тебя игнорировать, пока он не решит, что его самооценка снова в порядке. А она у него, как сказать, вот не на дне, а уже ниже даже. И, соответственно, он будет искать вот это утешение, поддержку где угодно, но не у тебя. Потому что с друзьями можно, как говорится, просто нажраться и забыться, а с тобой придется разговаривать. А это для него сейчас это самый страшный геморрой, извини меня за выражение. Как его мысли и чувства влияют на вашу связь? Ну, знаешь, в какой-то момент, когда его вот сильно прижмет, он сделает ход конем. Но не вперед, а назад. Он, знаешь, он вдруг станет очень сильно активным, импульсивным и так далее. То есть он и позвонит, и приедет, и кучу всего наговорит. Но что предложит? Он, знаешь, он предложит вернуться в прошлое. Он, знаешь, не просто вспомнить, как там хорошо было, да, а буквально попытается отмотать время назад. Скажет, знаешь, типа такого: а помнишь, как мы познакомились? Давай забудем всю вот эту ерунду, которая была между нами, и будем вести себя так, как будто это вот мы только познакомились. Начнем все с нуля. И он попытается воссоздать даже какой-то конкретный момент из вашего прошлого, когда вы вот просто было у вас все хорошо. И это будет страстно. Это будет выглядеть как прорыв. Но это не будет прорыв. Это будет побег. Побег от настоящего, с которым он не может справиться. Он не хочет проблемы решать. Он хочет делать вид, что их никогда не было, понимаешь? Это две разные вещи. Поэтому, ну, не ведись. Не ведись. Для ваших отношений это тупик. Он, знаешь, он тебя опять затащить в иллюзию хочет. Но это получится на короткое время. Вы поиграете вот в это счастливое прошлое, а потом реальность так по головам настучит обоим с новой силой, что мало не покажется. Потому что проблемы, они никуда не делись. Это просто будет вот этот импульсивный прыжок в ностальгию. То есть это будет просто способ отсрочить неизбежное, расставание. Не хотел это слово говорить, но а как по-другому? Не хочешь же, чтобы я тебе врал? Давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Как всегда, напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, а то я увлекаюсь и ухожу в дебри. Что у него в голове прямо сейчас? Война. Смотри, с одной стороны, у него свербит в попе, да, вот эта идея начать все с тобой с чистого листа. Вот вам прям взять и нажать кнопочку «удалить» на всем, что было, и прыгнуть в новые отношения с тобой. Как вот в омут с головой. Без плана, без гарантий, просто вот, а почему бы и нет, да? Такая, знаешь, шальная и очень заманчивая мысль. Он реально думает о том, чтобы обнулить все, что между вами вот было. Ссоры, ругачки, выяснения и так далее. И просто попробовать еще раз, как говорится, на авось. Но тут же, вот в эту же секунду, его вторая мысль накрывает. Он прекрасно понимает, что для такого прыжка веры, да, ему понадобится не просто желание, а вообще много внутреннего контроля, много внутреннего терпения. И он знает, что он по натуре вот этот, как сказать, импульсивный очень сильно. И чтобы на этот раз не проворонить ничего, ему придется засунуть свои инстинкты себе в карман и держать их там. Ему, знаешь, придется проявить такую выдержку, на которую он даже не способен. Поэтому в голове у него сейчас полный раздрай. Дикое желание рискнуть и ледяное понимание того, какую огромную работу над собой ему сделать придется. И он тупо не уверен, что он вывезет. Он взвешивает свой вот этот порыв и свои реальные силы, и пока ничего он решить не может. Какие чувства он к тебе прячет? Ну, знаешь, с чувствами все печальней. Ну, тут, знаешь, глубоко-глубоко он внутри чувствует, что ваш основной этап отношений, он завершен. Все. То есть все. Вот финита ля комедия, как говорится. Он ощущает это, знаешь, как будто длинный сериал досмотрел. Мир — это завершение, шестерка мечей уплывает. Это вот, чтобы ты поняла мою логику. То есть для него все сюжетные линии ваши, да, закрыты, все точки расставлены, цикл пройден. И он чувствует вот эту законченность, да, и все, вот это все. Я даже не знаю, как это сказать. Но все, он чувствует, что путь пройден. И он скрывает то, что это чувство радости ему не приносит. Совсем наоборот, он знает... Заговорился все-таки, поэтому бумажка передо мной. В общем, он прячет свою тихую, как сказать, тихую мудачью грусть по всему вот этому поводу. Он понимает, что из этой точки, где вы сейчас, дороги вперед у вас уже нет. И он уже мысленно начал от тебя отдаляться. Это как, знаешь, на вокзале сидеть и поезда ждать. Вот он сейчас сидит на вокзале. Ты еще здесь, но мысленно ты уже в пути, как говорится. И он прячет от тебя вот это внутреннее прощание. Он скандалов не хочет, разборок не хочет. Он, знаешь, он просто тихо переживает вот этот финал и потихоньку, очень медленно, как говорится, гребет от твоего берега. И чувство, которое он скрывает, это вот печальное осознание конца и уже начавшийся процесс вот этого внутреннего ухода от тебя. Что он планирует в отношении тебя? Ну, его планы, приземленные, лишены романтической и всей вот этой ерунды. Он не планирует завоевывать твое сердце. Нет, он планирует строить с тобой быт вот прям буквально. Пока еще не решился. Он видит тебя как хорошую хозяйку, как партнера надежного. А себя видит как успешного мужика, который обеспечивать всю эту конструкцию может. Его план — это, знаешь, проект под названием «Семья». Страсти нет, ничего нет, мысленно уходит, но еще есть общий бюджет, еще общая недвижимость есть, общие цели есть какие-то там по поводу покупки, например, новой машины.
Он планирует с тобой не вот это вот, как сказать, когда крышу срывает. Он с тобой партнерство планирует. Удобное, стабильное, выгодное для обоих. Но нет любви, нет страсти. Вкладываться деньгами готов, временем, силами. Но в обустройство вашего общего гнезда, а не в ваши качели эмоциональные, понимаешь? Чувства, вот эти страсть, душевные терзания, все это должно остаться за бортом. То есть, вот знаешь, как соседи живут. Вот, я тебе вот объяснил, как соседи. Он хочет понятный для себя союз двух взрослых адекватных людей. Твоим любовником быть он не планирует. Он планирует быть вот деловым партнером по жизни. Это его потолок. Максимально практично, надежно, борщ ему приготовят, носки постирают, но ни страсти, ни любви, ничего. Как его мысли и чувства влияют на вашу связь? Ну, мне даже трактовать не надо. Белая карта — это нет ответа, и то есть хватает повешенного. Все подвесить. То есть, знаешь, вот вся вот эта в его голове каша, она никак не влияет на вас. То есть, знаешь, вот у него вот эти метания, начать, не начать, нет. Его вот эти гениальные планы по строительству быта, все вот это, все это на самом деле замрет. У вас все просто повиснет в воздухе, ничего не произойдет. Он не примет никакого решения, он не уйдет, он и не останется. Не предложит, как говорится, быть вместе до гроба. Он просто зависнет. Ваши отношения, они будут в состоянии вот паралича. Он сам себя подвесит за ногу и будет так висеть, пока в его голове там чего-нибудь не щелкнет. То есть он добровольно займет позицию жертвы, понимаешь, и будет ждать прозрения. Сколько будет ждать, фиг его знает. Может, неделю, может, год, может, никогда не дождется. Ваш союз, знаешь, это будет полная, тотальная замороженная пауза. Ничего не будет происходить вообще. Поэтому просто готовься к долгому вот этому муторному и абсолютно бессмысленному ожиданию неизвестно чего. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, а мы перейдем к третьему варианту. Троечки. Напомню, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я, как говорится, в свои рассуждения не ушел, не утонул в этом кряхтении. Что у него в голове прямо сейчас? Ну, у него полный мрак. Он на ваши отношения смотрит, на все то время, что вы вместе были, да, и видит только одно — это провал. Понимаешь? То есть он чувствует себя вот как садовник. Пахал, удобрял, поливал, все вкладывал, а в итоге все умерло. Вот у него сейчас такое же состояние. Он в режиме человека, который подбивает итоги. И итоги эти очень неутешительные. Он думает, вот сколько времени зря потратил, да? Какой ничтожный результат получился. И мысль, которая у него в голове крутится, то, что это конец, это полное поражение. Он, знаешь, он не просто расстроен, он чувствует себя раздавлен, возможно, даже преданным. И он воспринимает сейчас нынешние отношения, да, как точку финальную, как дно, ниже которого падать уже некуда. Поэтому, если ты ждешь, что он там
надумает, что он думает, забудь, он не хочет ничего наладить. Он думает, как он эпично обосрался, извини меня за выражение. Какие тайные чувства он к тебе прячет? Ну, у него тут полная шизофрения, я бы сказал. Пока его мозг твердит ему про полный провал, в душе у него вообще другая история. И он это очень тщательно прячет. На самом деле, он, знаешь, он чувствует с тобой какую-то глобальную связь. Он понимает, что вот правильный выбор для него — это ты. Что на каком-то там фундаментальном уровне вы созданы друг для друга, но это еще не все. Он, знаешь, он втайне от всех и в первую очередь от себя видит в тебе идеал женщины. Не просто женщину, с которой удобно, да, а вот именно источник жизни, да, тепла, комфорта. Ты для него, ну, императрица. То есть воплощение женственности, та, которая ему абсолютно все может дать. И это чувство настолько сильное и базовое, что оно его пугает. Поэтому он его прячет. То есть у него, знаешь, диссонанс полный. Голова ему орет: все кончено, это катастрофа, все, а все душа воет, как говорится, это она та самая, она единственная. И вот это свое обожание и чувство глубокой связи он скрывает, потому что оно никак не вяжется с той жопой, которую он себе в голове нарисовал, понимаешь? Что он планирует в итоге, даже трактовать не нужно. Никаких планов, вот никаких. Что планирует? Ничего. Ответ прям вот, ну а как я тебе скажу? Его план — это антиплан. Вот так вот. Во-первых, он собирается занять оборону глухую. Он будет отбиваться от любых твоих попыток поговорить. От твоих любых попыток что-то решить будет отбиваться. Будет огрызаться, защищать свою позицию, даже если сам он не понимает, в чем она заключается. Он просто будет стоять насмерть. Лишь бы никто его не трогал и не заставлял делать хоть чего-то, да, какой-то шаг. Это первая часть плана, то есть. Построить вокруг себя стену. А вторая еще лучше. За вот этой стеной он собирается просто ничего не делать. Ну, то есть он планирует зависнуть. Перестать действовать, перестать принимать решения, просто остановиться и подождать, пока там его река сама все проблемы решит. Или какое-нибудь не снизойдет на него озарение. То есть он собирается принести в жертву любое развитие событий ради того, чтобы просто побыть в подвешенном состоянии, никому ничего не должен, ни с кем не нужно разговаривать. Понимаешь? То есть план отгородиться от тебя. Как его мысли и чувства влияют на вашу связь? Ну, финал истории неожиданный, конечно. Вся вот эта борьба, вся оборона, все зависание в итоге приведут к взрыву. То есть в какой-то момент его вот эта пассивная позиция ему самого до смерти запиперит. И вот этот конфликт, который сидит у него внутри между вот все плохо и она хорошая, он разрешится. И разрешится он через мощный выброс энергии. То есть в ваших отношениях новый старт будет. Внезапный, яркий и страстный. То есть новенькая искра появится, новый импульс. И катализатором станешь ты. Не он. Он, знаешь, он просто увидит тебя не как часть проблемы, а как отдельного, офигенного, уверенного в себе человека. Увидит, как сказать, как ты становишься независимой от него. Увидит твою сексуальность, я бы назвал. И его переключит. Он поймет просто рано или поздно, какого он дебила из себя строил. И вот этот новый всплеск, он будет основан не на долгих вот этих разборках, разговорах, а на вот чистом животном желании. Понимаешь? Я вот намекаю. Он поймет, что он теряет офигенную женщину. Поэтому готовься, после затишья будет, как говорится, очень горячо. Ваша связь, она не просто возобновится, она с новой дикой силой вспыхнет. Вот такой сегодня у нас расклад короткий. Подписывайся на канал, чтобы меня
не потерять и помни, что дед всегда рядом.